А вы уже похудели к отпуску? Или вы сейчас на отдыхе и боитесь набрать какие-либо лишние граммы, килограммы и привезти их домой вместе с сувенирами? Меня зовут Виктория Андерсон, я датский нутрициолог, диетолог и автор книги «Гармония счастья через осознанное питание». Дорогие мои, сейчас пора отпусков, на улице жарко, все прям мечтают похудеть к отпуску. Очень много таких знаю. И что мы делаем? Мы садимся на какую-то жесткую диету и в течение пару недель питаемся очень и очень скудно для того, чтобы на нашем теле прекрасно село какое-то любимое платье или же купальник. Но наш умный организм все помнит. И как только вы, похудев на диете, приезжаете на отдых и начинаете вроде бы как и нормально питаться, и не переедаете, но наш организм все помнит. И то, что вы ему не додали пару недель тому назад, все, что вы сейчас будете кушать, все будет откладываться в наших жировых депо. Поэтому не нужно садиться на диету. Лучше всего просто немножечко уменьшить свою порцию. Буквально на пару чайных ложек. Таким образом вы не растянете свой желудок, не будете переедать и в отпуске также. И вот мы уже на отдыхе. И все так вкусно и красиво, и все ходят с мороженым, с газировками. Но будьте осторожны, мои дорогие. Во-первых, необходимо соблюдать режим питания. Завтрак, обед и ужин обязательно должны быть. Потому что, опять же, если вы пропускаете какой-то один прием пищи, наш организм своего не упустит, и вы обязательно переедите, например, на ужин. Поэтому завтракаем, обедаем и ужинаем, ну а те, кто не могут без перекусов, тоже заранее подумайте о том, что вы съедите на этот самый перекус. На завтрак лучше всего есть белковые продукты, такие как яйца, творог, натуральный йогурт. Можно сделать любой омлет, заказать себе, или яичницу с беконом, например. Все будет хорошо, все прекрасненько, поели белковый завтрак. На обед можно съесть и длинные углеводы. Лучше всего, конечно же, выбирать себе какие-то полезные. Но если это паста, то она должна быть цельнозерновой пастой. Если это пицца, и вы в Италии и хотите отведать такую прекрасную, настоящую итальянскую пиццу, вы в любом кафе, в любой пиццерии можете попросить сделать вам именно из цельнозерновой муки эту самую пиццу. Ну, а если вы еще и ту же самую пасту или же пиццу совместите не с мясом каким-то, а с какими-то овощами, то это будет еще более полезно. Ужин тоже отдавать предпочтение белку, но более легкому. Это может быть рыба, птица любая и обязательно салат. Самое главное правило – выпивать стакан воды минут за 15 до приема пищи и начинать нашу трапезу с салата. Салат – это самое главное, это клетчатка. Она вам даст и сытость, и вы меньше съедите основного блюда. Так что все приемы пищи начинаем именно с салата или с каких-либо овощей. Если вы знаете, что завтра вы выезжаете куда-нибудь на целый день и неизвестно, будет ли там какой-то кафе или ресторан, то подумайте об этом заранее и возьмите за завтраком, к примеру, сделайте себе какой-то бутерброд полезный, или же возьмите горсть орешков каких-то, в общем, продумайте. Питьевой режим. Соблюдаем питьевой режим, и это должна быть чистая вода. Настоящая, обыкновенная вода, а не какие-то сладкие напитки. Ну, какой же отпуск без алкоголя? Естественно, все мы выпиваем, но главное, чтобы вы отдавали предпочтение сухим винам. Это может быть белое вино или красное вино, тоже розе может быть, но все эти вина должны быть сухими, а не какие-то дринки, коктейли, которые очень-очень калорийные, сладкие зачастую. В общем, лучше мы во время отпуска будем пить сухое вино и в меру, естественно.
После каждого приема пищи желательно, естественно, погулять, поплавать, наслаждаться мы должны не только едой, но и также прогулками и какими-то впечатлениями. Гуляйте больше, двигайтесь, плавайте, а не только лежите у бассейна под зонтиком с книжкой или же просто-напросто там отсыпаться вы приехали. Отдых должен быть обязательно активный, и вы будете впечатляться, и тем самым, пока вы заняты какими-то экскурсиями, то вы не будете переедать в это самое время в вашем отпуске. Что еще хочу сказать? На отдыхе лучше всего есть натуральную кухню и все продукты натуральные той нации, той страны, в которой вы сейчас отдыхаете. Если это, например, Грузия, то ешьте вот эти вкусные овощи, наслаждайтесь их сырами. Осторожно с хинкали. Вот, их можно очень-очень переесть, и они очень-очень вкусные, но тем не менее иногда себе можно позволить, но чтобы это не было каждый божий день. Если вы в Италии, то, как я уже сказала, попробуйте обязательно их какие-то национальные продукты. Если это другая какая-либо страна, это будет гораздо более полезно, чем вы, если, например, в Португалии пойдете в какой-то таиландский ресторан, тайский, и там будете есть их кухню. Это будет не столь полезно, а вот в Португалии лучше отдать предпочтение сардинам, например, какой-то рыбке. Теперь давайте поговорим о том, что же делать, если у вас все включено. All inclusive. Боже мой, это прямо праздник желудка. Поэтому здесь нужно быть особо бдительным, но это все легко. Поверьте мне, мы не так давно тоже отдыхали, и вот у нас было все включено. И когда я смотрела на это изобилие еды, это все красиво, конечно, но когда я видела людей, больших, огромных людей с неимоверно большими порциями, то у меня даже вот аппетит пропадал, понимаете? То есть вы должны себя настроить, что еда будет и завтра, и послезавтра, дай бог, да? И не нужно стараться съесть все и сразу, не нужно переедать. Мой вам совет. Пройдитесь вокруг всего вот этого изобилия, посмотрите, что есть, что бы вы хотели, например, то блюдо, которое нет у вас вот каждый день. То блюдо, которое, к примеру, ну не курица какая-то, а вот что-нибудь такое экзотическое. Лучше отдавайте предпочтение вот каким-то такой пище, которая не имеется у нас прямо на столе каждый божий день. Прошли, посмотрели, начали с салата, мисочки салата. Если салат уже заправлен, то лучше взять салат сверху, потому что весь этот соус, он обязательно стекает, и все это на дне. Нам этого не нужно. И идеальный вариант, если возьмете просто сами, сделаете себе свой салат, как вы там его любите делать, помидоры с рукколой, там, с какими-то орешками, с фетой и так далее, спрызнуть лимонным соком и заправить каким-то хорошим качественным маслом. Обычно это масло тоже стоит в изобилии на all-inclusive буфетах. Вот. Осторожно с десертами. Вы можете попробовать десерт, особенно какой-то там национальной кухни. Естественно, не нужно себя прямо ограничивать во всем всегда. Попробуйте, но попробуйте. Не нужно его съедать абсолютно весь. Лучше буквально пару ложек попробовать, и поверьте, вы получите ровно столько же удовольствия, чем когда вы съедите весь объем этого десерта. Почему? Потому что у нас есть во рту, как вы знаете, рецепторы вкусовые, и когда мы что-то кушаем, вот возьмите, просто оближите кончик ложечки с чем-то вкусным и подержите этот десерт или мороженое, или что вы там пробуете в данный момент, немножечко на языке, вот просто пусть растает это. И вы получите море наслаждения. Потому что, вот даже сравните, если вы едите мороженое, да, вы лизнули, ой, как вам вкусно, второй раз, третий раз, на четвертый у вас уже язык как бы заморозится, и вы уже не ощущаете вкуса этого самого мороженого. Поэтому это все как бы на нашей психике. Попробовали, вам вкусно, и отставьте дальше или поделитесь. Ага, еще в некоторых странах огромные
порции. Вот, например, когда приезжаешь в Америку, у них не только тарелки здоровенные, но у них еще и порции огромные. Поэтому не стремитесь все съесть, а можно поделиться со своим мужем там, или с ребенком. Можно даже взять не 3 порции, если вас трое, а взять 2 порции и потом попросить дополнительную тарелочку и все это поделить. Вы не переедите и опять же не наберете никакие лишние килограммы. Никогда не ешьте на автомате или автопилоте, как угодно можно это назвать. То есть вы должны есть с удовольствием, в приятной атмосфере. Не забывайте, что это у вас отпуск. Наслаждайтесь не только едой, но и впечатлениями, опять повторюсь. И, конечно же, движение обязательно должно присутствовать на вашем отдыхе. И если вдруг так получилось, что вы очень и очень переели, тогда тоже не отчаивайтесь, такое бывает, естественно, иногда с каждым случается. Просто-напросто на следующее утро, когда вы проснетесь и вы еще будете с полным животом от того перееденного ужина, к примеру, то постарайтесь в этот день, вот именно в таких случаях, можно пропустить свой завтрак и его немного отодвинуть. И можете даже ничего не есть, не пить, и тогда эта пища, которую вы переели вчера вечером, она не отложится в жировые депо. Поэтому это такой небольшой секретик, который можно использовать. Конечно, этого делать каждый день. Ни в коем случае. Мы уже с вами ниже говорили о том, что нельзя пропускать приемы пищи. Но если такое случается, когда вы так переели, что вы спокойно можете пропустить завтрак в этот день. Так что, мои дорогие, пьем воду. Не сладкую, а обыкновенную воду. Обязательно, конечно же, это уже не о еде, но пользуйтесь кремом от солнца, носите какую-то шляпу или кепку, пейте воду, потому как жара, когда нам хочется больше пить, и мы потеем, то есть вода, жидкость, влага выходит из нашего организма, нужно об этом тоже помнить обязательно. И, конечно же, плавайте, наслаждайтесь морем, если вы на море или на озере где-то. Гуляйте, заряжайтесь хорошими эмоциями, впечатлениями и энергией. И не вводите себя в этот самый стресс, что вот я сейчас поела и, не дай бог, наберу какие-то лишние килограммы или граммы. Не нужно об этом думать, нужно просто ко всему подходить осознанно. Как к еде, так и к нашему долгожданному отпуску и отдыху. Будьте все здоровы и прекрасного вам лета и хорошего вам отдыха. С вами была любящая вас Виктория.